Привет! С вами Виктория Сидорович, и сегодня у нас на обзоре смарт-часы Huawei Watch Fit. Эти часы влюбили меня с первого взгляда, как только я узнала, сколько классных функций заботы о своем теле и здоровье сюда встроено. На эти часы сделано много обзоров с технической точки зрения, поэтому сегодня у нас будет детальный обзор всех фитнес-функций. Huawei заявляют, что стоит вам только начать тренироваться с программами Huawei Watch Fit, и вам больше не придется искать других видеотренировок. Ставь лайк этому видео, подписывайся на канал и давай разбираться, действительно ли в реальной жизни таких смарт-часов будет достаточно для полноценного поддержания физической формы. Сказать честно, я вообще не люблю носить часы, а мой фитнес-трекер где-то давно затерялся, я им не пользуюсь. Но эти часы я одела и не хотела снимать с первого дня использования. Коротко начнем с внешнего вида. Часы стильные, многие говорят, что похожи на Apple Watch, но я не вижу в этом ничего зазорного с учетом их цены и функционала. Они легкие, удобные и совсем не мешают при занятии спортом. И, кстати, они весьма комфортные даже во сне. Выпускают их в трех цветах: нежно-розовом, черном и таком светло-зеленом, как у меня сегодня. Но давайте переходить к самому интересному и разберем по порядку все полезные функции, которые могут вам пригодиться. Первое. Основной упор в своих часах Huawei сделали на поддержание хорошей физической формы, что весьма логично. Поэтому пункт номер один – это, конечно же, тренировки. Мне вообще кажется, что это первые смарт-часы, которым удалось интегрировать тренировки именно в таком формате. Их фишка – это 12 анимированных фитнес-курсов, которые разбиты на разные уровни сложности, и они нагружают разные группы мышц. После выбора программы на экране у вас высвечивается такой человечек, который демонстрирует правильную технику выполнения упражнения. Еще гаджет поддерживает 96 режимов активности, от беговой дорожки и езды на велосипеде до скалолазания, паркура и даже прыжков с парашюта. Мне, конечно, непонятно, как в прыжках с парашютом могут пригодиться смарт-часы, но дома фитнес-тренировки весьма удобны. Кстати, пишите в комментариях, что вы вообще думаете о таком решении вставить тренировки в смарт-часы. Ну и так как меня прежде всего покорила эта функция, давайте сейчас потестим, насколько удобно тренироваться по часам. Я возьму коротенькую тренировочку на 3 минуты, которая позволит расслабить шею и плечи, как раз таки классно подойдет между сидячей работой. Я буду просто повторять то, что говорят мне часы, а вы повторяйте за мной. Вот, заодно и расслабимся на 3 минутки. Поехали! Выбираем программу, которая нам нравится. В данном случае это релаксация шеи и плеч. Нажимаем «Начать», и нам нужно сесть. 20 секунд мы отклоняем нашу шею сначала вправо и 20 секунд держим. Не забываем дышать. У нас тут есть 3 минутки, чтобы расслабиться. Можно сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Так, и часы нам говорят, что нужно поменять сторону. Меняем сторону. И точно так же 20 секунд. Дышим. И тянем шею к плечу. Вроде такое простое упражнение, на самом деле посреди рабочего дня мы редко вообще делаем какие-то упражнения, а это очень помогает замедлиться и расслабиться. Так, дальше у нас следующее упражнение. Мы тянем голову вниз, но с уклоном туда. Вот, кстати, один из недостатков, да, что не очень-то и понятно, может быть, как правильно делать упражнения. Ну, вроде как. Так, меняем сторону и тянем вниз другой стороной. Тут тоже продолжаем дышать. 20 секунд. Тянем голову вниз. Ну, конечно же, делаем это осторожно.
Так, дальше мы заводим руки за голову выравниваем, и получается мы так тянем и шею, и плечи, и выравниваем спину. И тоже 20 секунд. Дышим и стараемся держать спину ровно, руки максимально уводить назад, насколько я понимаю, что от нас хотят. Так, и ура, мы справились. Мне говорят, что я получила какой-то кубок молодца. Ну что, мы справились. Надеюсь, вы тоже сможете оценить. Конечно же, это был один из самых простых комплексов, 3-минутных, но при этом мне кажется, что это вообще очень прикольная опция. Что мне понравилось? Первое — это то, что, прежде всего, то, что часы показывают, что нужно делать, есть конкретная картинка, что происходит. Второе — это то, что часы показывают сначала, как выглядит упражнение, и только потом идет отсчет времени, когда мы его непосредственно выполняем. Следующее — это момент, когда часы вибрации говорят нам о том, что упражнение началось, и вибрации говорят о том, что оно закончилось. Соответственно, я очень переживала о том, что будет неудобно и непонятно, когда на них постоянно смотреть, но при этом я не испытывала такого дискомфорта, потому что вибрации, они оповещают, когда стоит начинать, когда закончить, как по мне, это плюс. Что по недостаткам, как вы заметили, то может быть не всегда понятно, что именно нужно делать или как правильно выполнять то или иное упражнение. Безусловно, такой риск есть и в любой видеотренировке, при этом на видеотренировке есть шанс, что тренер вам все-таки объяснит, куда держать колено, ногу, руку, шею. Здесь все-таки рассчитано на вашу рассудительность и опыт, да? Поэтому, вероятно, какие-то сложные вещи, наверное, не стоит делать, чтобы не травмироваться, но вот такие вот простые разминки или небольшие комплексы на ноги, на пресс вполне доступны к домашнему выполнению. Еще важно заметить, что все комплексы в часах до 20 минут, соответственно, сказать, что вы прям супер полноценно, хардкорово сможете потренироваться, то вряд ли, хотя там есть разные уровни сложности, соответственно, вы сможете выбрать тот, который вам подходит наибольше всего. Поэтому в целом эта функция просто огромный лайк, потому что это прям что-то новенькое. Кстати, если у вас есть цель похудеть, то эти тренировки вам тоже могут пригодиться. Но хочу напомнить, что в здоровье важен комплексный подход, поэтому не забывайте заботиться еще и о своем питании. Кстати, за правильным питанием и вкусными здоровыми рецептами я рекомендую заглянуть на канал к Жене. Евгения придерживается здорового образа жизни и делится не только вкусными, а и простыми рецептами на своем канале, что не менее важно. И там можно найти всякие полезные рецептики для сбалансированного питания, а с учетом того, что Женя регулярно обучается диетологии, следит за всеми трендами, то ей точно можно доверять. А еще она живет в Новой Зеландии, она туда эмигрировала и делится опытом своей жизни в этой стране, и это, поверьте мне, не менее интересно, чем ее рецепты. Так что ссылочку на Женю я оставлю в описании этого видео, а мы продолжаем с нашими полезными функциями смарт-часов. Переходим к нашей второй функции, это отслеживание сердечного ритма. Эти умные часы отслеживают сердцебиение в реальном времени, в течение суток и даже когда вы спите. Они отслеживают частоту сердечных сокращений и способны вовремя выявлять превышение нормы и, соответственно, присылать вам напоминания, чтобы вы проверили состояние своего здоровья, если там что-то не окей. А во время тренировок они таким образом отслеживают нагрузку на сердце и предупреждают, что если вам нужно сбавить темп или отдохнуть, на что стоит обратить внимание. И, как по мне, это очень важно. Конечно, такая функция есть в большинстве смарт-часов, но куда же без нее. А еще, благодаря мониторингу пульса и всем технологиям отслеживания сна, часы регистрируют показатели во сне, оценивают качество сна и потом предоставляют советы по улучшению отдыха. Это тоже такая трендовая штука, следить за своим сном, поэтому эта функция тоже, как по мне, крайне полезна. А в дополнение ко всему этому здесь есть еще одна не менее актуальная функция, это измерение уровня кислорода в крови.
Она называется пульсоксиметр, да, но это называется отдельный прибор, а здесь это встроенная функция, которая помогает измерять уровень кислорода. Довольно актуальная вещь, учитывая ситуацию с пандемией и ковидом, потому что, как вы знаете, одним из проявлений коронавируса это то, что у вас падает уровень кислорода. Соответственно, Huawei очень быстро сориентировались и, ну не знаю, из-за чего они добавили эту функцию, но функция явно актуальная и будет полезнее в смарт-часах, чем отдельно покупать этот прибор. Ну и перейдем к еще одной функции, наверное, одной из моих любимых, это измерение уровня стресса плюс дыхательные упражнения. Для меня, как для психолога, это вообще важная тема, ибо большая часть нашей современной жизни приправлена стрессом. Интересно, что в самом начале использования часов в приложении Huawei Health вам предложат пройти тест на уровень стресса, а потом в повседневной жизни часы отслеживают ваш уровень с помощью специальной технологии True Relax. Из опыта использования могу сказать, что эта функция работает весьма неплохо, как по мне. К примеру, обычно часы говорили, что уровень стресса у меня был в норме, но как только я садилась за руль, а я, к слову, начинающий водитель и сама вожу несколько месяцев, то часы показывали, что мой уровень стресса достигал среднего и предлагали мне сделать несколько дыхательных упражнений. Это, кстати, еще одно интересное решение, которого я нигде не видела, это интегрировать дыхательные практики, чтобы снижать уровень стресса прямо в часы. Здесь они работают приблизительно так же, как и физические упражнения. Вам показывается, на сколько минут техника, как правильно дышать, на сколько секунд. В общем, реально топ. Мне эта идея очень зашла. Ну и, конечно же, помогала снизить уровень стресса. Поэтому я считаю эту функцию топ и тоже нигде ее не встречала. Делитесь в комментариях, как вам кажется, насколько эта функция действительно полезна и хотели ли бы вы знать в течение дня свой уровень стресса. Ну и последняя, но не менее важная функция, это функция личного ассистента, когда смарт-часы вас могут и разбудить утром вибрацией, и на протяжении дня не дадут пропустить вам какие-то звонки, сообщения, уведомления. Ну а если вы засиделись вдруг больше 60 минут, они, конечно же, вам напомнят о том, что пора бы поразмяться. По фитнес-функциям у нас на сегодня все, но думаю, что этого более чем достаточно, чтобы понять, насколько вам нужны такие часы. А если вам бы хотелось узнать больше деталей с технической точки зрения, то я рекомендую вам посмотреть вот этот обзор. Если подытожить, то хочется сказать, что эти смарт-часы однозначно стоят того, чтобы ими пользоваться, особенно если вы заботитесь о своем здоровье, потому что они позволяют контролировать работу организма как в повседневной жизни, так и во время физических упражнений. Ну а за постоянное подстегивание к физической активности отдельный лайк этим часам. Не забудь поставить лайк и мне этому видео, подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропускать следующие обзоры. А в комментариях поделись, как тебе вообще идея с такими часами, или может быть у тебя есть такие часы, и ты уже их эксплуатировал и можешь поделиться своим опытом. С вами была Виктория Сидорович, до скорого!